Неожиданный поворот, как один момент изменил историю. В альтернативной реальности нашей истории всего одно мгновение утром 26 апреля 1986 года стало ключевым для будущего всего мира. Представьте, что инженерный персонал Чернобыльской атомной электростанции вовремя заметил нехватку воды в реакторе и принял правильные меры, чтобы избежать катастрофы. События развивались стремительно, но в этот раз благодаря профессионализму и быстроте принятия решений аварии удалось избежать. Этот маленький поворот события стал началом новой эры, изменившей ход истории. Без катастрофы не было необходимости в эвакуации тысяч людей из близлежащих населенных пунктов. Остались нетронутыми города и деревни, которые продолжили свое нормальное существование. Экономика региона не испытала потрясений, вернувших ее на десятилетия назад. Повышенная безопасность позволила Украине развивать инфраструктуру без лишних затрат на восстановление и деконтаминацию. Это ознаменовало период ускоренного развития энергетического сектора, сделавшего страну ведущим экспортером электроэнергии в Европе. Дальнейшие события в мире стали следствием этого альтернативного пути. Чернобыльская станция не только продолжила свою обычную работу, но и стала символом прогресса и надежности в области ядерной энергетики. По мере распространения этой надежной технологии по всему миру, энергетическое будущее стало выглядеть совсем иначе. Однако это всего лишь начало нашей истории. Впереди нас ждет множество неожиданных последствий и открытий, которые изменили мир в этом альтернативном сценарии. Украина становится энергетической сверхдержавой в Европе. Усиленное развитие атомной энергетики создало экономический бум, открыв двери для инвестиций и инноваций в самых разных отраслях. Промышленность, аграрный сектор и даже высокие технологии начинают процветать благодаря доступным ресурсам. Десятки новых предприятий и заводов, построенных за счет дешевой электроэнергии, привлекают рабочую силу не только со всей Украины, но и из соседних стран. Чернобыльская атомная станция становится неотъемлемой частью мирового энергетического ландшафта. На ее примере строятся новые реакторы, а созданный в ее недрах опыт распространяется по всей планете. Влияние Украины увеличивается, она становится важным игроком на политической и экономической аренах. Сотрудничество с западными странами, стремящимися к энергетической независимости, укрепляет ее позиции. Повышенный спрос на украинскую электроэнергию меняет и внутреннюю структуру страны. Появляются целые новые города, построенные для рабочих атомных станций. Увеличивается уровень жизни, образовательные учреждения получают финансирование для подготовки новых специалистов в области ядерной физики и энергетики. С распадом Советского Союза экономическая независимость позволяет Украине избежать многих трудностей, с которыми столкнулись другие республики. Крепкая экономика становится основой для политической стабильности. Но как изменит это будущее других стран и влияние ядерной технологии на весь мир? Давайте продолжим исследование этого альтернативного пути. Советский Союз на пути к технологическому лидерству. Пока Украина укрепляет свои позиции как энергетический гигант, Советский Союз переживает небывалый подъем. В условиях стабильной работы таких стратегически важных объектов, как Чернобыльская атомная станция, страна делает уверенные шаги на пути к технологическому лидерству. Советская космическая программа получает значительное финансирование и ресурсы, что позволяет ускорить исследования в области астронавтики и технологий связи. Без перегрузки бюджета на ликвидацию последствий катастрофы Союз концентрирует свои усилия на создании новых спутников и миссий на Марс и Венеру. В атомной энергетике СССР наращивает темпы строительства новых реакторов, воплощая наиболее инновационные проекты того времени. Инженеры используют Чернобыль как испытательный полигон для новых технологий, что позволяет выпускать реакторы следующего поколения с улучшенной безопасностью. Эти достижения стимулируют развитие электронной промышленности. Микропроцессоры, созданные в СССР, начинают конкурировать с мировыми лидерами. Успехи в науке и технике положительно сказываются на экономике. Экспорт высокотехнологичной продукции и электроэнергии приносит значительные доходы. Советский Союз активно сотрудничает с развивающимися странами, предлагая им доступ к передовым технологиям в обмен на политическую поддержку. Это укрепляет его влияние в международной политике. В условиях стабильного роста и инновационного прогресса Советский Союз становится магнитом для ученых и инженеров со всего мира. Поток специалистов, стремящихся принять участие в передовых проектах, ускоряет обмен знаниями и опытом, что в свою очередь приводит к появлению новых изобретений и открытий. Однако, как изменяется восприятие ядерной энергии и ее влияние на мировую экологию в этом альтернативном мире? Давайте посмотрим, как это развитие повлияло на глобальный климат и окружающую среду.
энергетикой. Как изменяется мировая экология в реальности, где Чернобыльская катастрофа не произошла и ядерная энергия переживает настоящий ренессанс? В этом альтернативном будущем атомная энергия становится основой мировой энергетики. Страны по всему миру начинают активно инвестировать в развитие атомных станций, видя в них устойчивый и сравнительно безопасный источник энергии. Высвобождаемые ядерные технологии позволили значительно сократить зависимость от ископаемого топлива. Снимается острая экологическая напряженность, связанная с угольной и нефтяной промышленностью. Производство чистой электроэнергии снижает уровень выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ в атмосферу. В результате сокращается парниковый эффект, что замедляет темпы глобального потепления. Премьер-министры и президенты стран на международных саммитах обсуждают не столько проблемы безопасности атомных станций, сколько возможности их модернизации и наращивания мощностей. Уменьшается количество промышленных выбросов, что приводит к восстановлению лесов и увеличению численности дикой фауны. В городах, которые были традиционно зависимы от угольных электростанций, воздух становится чище, а здоровье жителей улучшается. Ведущие научные центры начинают разрабатывать новейшие методы нейтрализации и переработки ядерных отходов, что дополнительно снижает риск потенциального загрязнения. Но с ростом числа атомных станций возрастает необходимость в строгих международных стандартах безопасности и ответственности стран за управление своими ядерными технологиями. В этом новом мире человечество получает шанс изменить знакомые экологические проблемы, но цена ошибки остается высокой. Как внедрение атомной энергии сказывается на локальных сообществах и городах? Готовы ли люди к такому соседству с ядерной технологией? В альтернативной вселенной Припять превращается в центр отдыха и туризма. Представьте себе город, который никогда не знала трагедия. Архитектурный жемчуг и технологическое чудо СССР. Рядом с мощнейшей атомной станцией расцветает туристический кластер, привлекающий гостей со всего мира. Современные отели на берегу реки, ухоженные парки, театры и выставочные залы. Архитекторы и дизайнеры создают уникальные проекты, привлекая внимание мировых СМИ. Город становится площадкой для масштабных международных событий, таких как фестивали музыки и искусства. Припять-Пат не просто город. Это символ нового времени, где ядерная энергетика и туризм идут рука об руку. В администрации города создается отдел по управлению туристической инфраструктурой. Развиваются водные виды спорта, круизные линии по Днепру становятся главной изюминкой региона. Недалеко от города возникают тематические парки, посвященные достижениям советской науки и техники. Семьи со всех уголков Советского Союза приезжают сюда отдохнуть и набраться впечатлений. Востребованность Припяти как туристической дестинации стимулирует экономику региона. Возникают новые рабочие места, помогают местным жителям процветать. В то же время развитие туристической инфраструктуры требует поддержания высоких стандартов безопасности, чтобы любители активного отдыха могли чувствовать себя здесь спокойно. Это, в свою очередь, подтягивает уровень сервиса и технологий в других городах Советского Союза. Этот удивительный город становится наглядным примером того, как использование атомной энергии может положительно повлиять на развитие региона и жизнь людей. Но как это соседство влияет на стандарты радиационной защиты и отношение общества к ядерной безопасности? В этой альтернативной реальности развитие ядерной энергетики подстегнуло пересмотр стандартов радиационной безопасности. Успешная эксплуатация Чернобыльской атомной станции без трагических инцидентов стала поводом для пересмотра существующих норм. В результате ужесточения международных стандартов каждая атомная станция теперь обязана соблюдать строжайшие меры безопасности, что находит поддержку у мирового сообщества. Создаются международные организации, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и мониторинга радиационных уровней. Эти меры способствуют развитию новых технологий в области защиты, таких как чрезвычайно чувствительные датчики радиации и роботизированные системы наблюдения. Эти инновации внедряются на всех крупных атомных объектах, что делает их еще более безопасными. Тем не менее, основной задачей остается обеспечение надежности эксплуатации уже существующих ядерных объектов. Параллельно с этим правительства различных стран активно сотрудничают в вопросах обмена информацией и опытом. В результате таких изменений повышается уровень доверия населения к ядерной энергетике. Машины, работающие на атомной энергии, становятся частью городского пейзажа, создавая новый вид экологичного транспорта. В школах появляются образовательные программы по ядерной физике и безопасности, что формирует у нового поколения уважительное отношение к таким технологиям. Однако, несмотря на ужесточение норм, остается вероятность возникновения инцидентов, поэтому страны развивают системы быстрого реагирования и регулярно проводят международные учения по кризисному управлению. В этой новой реальности осознание ответственности за безопасность ядерной технологии помогает предотвратить возможные трагедии, оберегая человечество от повторения ошибок прошлого. Как это отражается на здоровье наций и предотвращении экологических болезней?
В этом альтернативном мире, где Чернобыльская катастрофа была предотвращена, здоровье нации значительно улучшается благодаря отсутствию радиационного загрязнения. Отсутствие массового эвакуационного стресса и радиационного воздействия снижает риск онкологических заболеваний и болезней щитовидной железы. Люди продолжают жить в своих родных городах, что положительно сказывается на их психическом здоровье и социальной стабильности. Медицинские учреждения сосредотачиваются на профилактике и лечении обычных заболеваний, не связанных с радиацией. Благодаря успешной эксплуатации атомных станций страны начинают инвестировать в развитие медицины, что приводит к созданию специализированных центров для изучения влияния малых доз радиации на организм человека. Эти исследования приводят к разработке новых методов диагностики и лечения, способствуя повышению уровня здравоохранения. Государства активно сотрудничают в области медицины, обмениваясь опытом и инновациями. Развиваются программы массового медицинского обследования и вакцинации, позволяющие предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. Внедряются новейшие технологии телемедицины, делающие качественную медицинскую помощь доступной даже в самых удаленных уголках страны. Образ жизни людей изменяется, они становятся более информированными в вопросах здоровья, что снижает показатели сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Активное использование атомной энергии способствует улучшению экологической обстановки. Чистый воздух и вода становятся нормой, что отражается на общем самочувствии населения. В этом новом мире люди получают шанс на долгую и здоровую жизнь, где акцент делается на превентивных мерах и качественной медицинской помощи. Но как эти изменения влияют на международную политику и глобальные альянсы? В мире, где Чернобыльская катастрофа не случилась, международная политика и глобальные альянсы претерпевают значительные изменения. Укрепление позиции Украины как ведущего энергетического игрока в Европе приводит к усилению ее влияния на международной арене. Страны, зависящие от импорта энергии, начинают активно сотрудничать с Украиной, формируя новые стратегические союзы. Ее электроэнергетические ресурсы становятся важным элементом дипломатических отношений, способствуя укреплению связи с Евросоюзом и НАТО. Советский Союз, благодаря своим успехам в ядерной энергетике и освоению космоса, превращается в технологического гиганта, что меняет баланс сил в мире. Он становится ведущим партнером для стран Азии и Ближнего Востока, стремящихся ускорить собственное технологическое развитие. Создаются международные консорциумы для обмена наработками в энергетике и космических технологиях, что способствует интеграции глобальной науки и экономики. США и Западная Европа, не желая отставать, усиливают инвестиции в научные исследования и развитие собственных ядерных программ. Это ведет к более тесному сотрудничеству в рамках международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии, которое становится площадкой для дипломатических переговоров и разрешения конфликтов. В результате координации усилий по ядерной политике на международном уровне формируются новые глобальные альянсы, направленные на поддержание мира и стабильности. Эти союзы способствуют обмену технологиями, части которых используют и для развития оборонного потенциала. Таким образом, ядерная энергетика становится не только источником экономического роста, но и ключевым фактором, определяющим новое мировое устройство, где сотрудничество и взаимопомощь становятся краеугольными камнями безопасности и прогресса. В этой реальности каждый шаг на пути развития ядерной энергии сопровождается дипломатическими решениями и международными договоренностями, что создает основу для устойчивого будущего.